Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Знаете, я каждый божий раз в шоке от того, как Тэхён целует Чонгука в шею перед тысячами людей, вне зависимости от того, сколько раз я их видел, и столько чувств, нежности и любви в этом движении, столько трепета. Девятое место. Момент, когда Чонгук, сидя сзади, коснулся шеи Тэхёна и как тот широко улыбнулся. Восьмое место. Совпадение или нет? Между Тэйкук существует связь с отличительными чертами. Они не демонстрируют истину, они просто делятся ею в форме молчаливого диалога, который, однако, является содержательным. Истина — это, по сути, нечто такое, в пределы чего вы вводите тех, кто готов поддержать это вместе с вами. Уникальный и узнаваемый код. Тэхён показал нам эти знаки вовремя Лэйоува, он показал нам эти знаки опять. Намеки, когда невозможно сказать о связи вслух, его действия красноречивее слов. Такие разные, но так подходят друг другу. Для заметки. Цветок дня рождения Чонгука, тигровая лилия, означает «пожалуйста, люби меня». Цветок дня рождения Тэхёна, химанан скороспелый, зимняя сладость, означает дарить любовь и внимание. Седьмое место. Хочу напомнить, что Чонгук гладит Тэхёна по волосам перед сном. Живите с этим. Шестое место. Поведение пары. А глазки то блестят. Чонгук и Тэхён украшали вазочки. Чонгук назвал свою композицию с двумя кроликами BTS и ARMY, но потом он сказал, что на самом деле это они с Тэхёном, а Тэхёне представил себя и своего сыночка в виде медвежат, назвав их папа и я. Разве они не самая настоящая семья, которая видит себя в любой интерпретации, представляя свое полноценное, счастливое совместное будущее? Чонгук так смотрит на своего медвежонка.
5 место. Как же комфортно Тэхёну. Четвертое место. Забота. Как говорится, я что, мужика просто так заводил? Третье место. Новости. Про снятие рубашек. Ну вот мы и дошли до того, когда эта тема стала поводом для недовольства. Если раньше всех все устраивало, то после выхода фото с Тэхёном без верха армии резко переквалифицировались в монашек. На фото рисуют смайлики, одежду, прикрывая его тело. Даже фанаты Хосока начали предупреждать его, чтобы Нини не вздумал раздеться. При этом СМИ очень даже рады такому появлению Тэхёна. Выходят хвалебные статьи о его крепком и здоровом теле. Солостяны на полном серьезе, до блокировок и бана устроили перепалки на тему, чье тело лучше. Тэхён в любом случае всегда будет актуален, каким бы он ни был, в пальто, укутанный с головы до пят, или как сейчас, без одежды. Харизма не проявляется сама по себе, она в его сущности. Именно она делает настоящим артистом. С утра пораньше я хочу вам напомнить этот момент с Чангуком и Тэхёном. Тэхён сказал: «Я не из тех, кто подвержен сильным амбициям. Мне говорили, что мои желания умеренны. Конечно, в амбициях есть свои достоинства, но мой барометр часто измеряет день в градусах счастья. Тем не менее, когда это фотосессия, это тот момент, когда я раскрываю эти самые амбиции». Compose Coffee в Twitter. Популярен ли этот тип композиции в наши дни? Актриса Саджин 2 Го Мин Си оставила видеописьма стажеру первого сезона Тэхёну. 28 числа развлекательная программа ТВН Саджин 2 провела презентацию продукции онлайн. Мин Си сказала: «Прежде всего, я очень нервничаю и взволнована. И для меня большая честь получить редкий для меня опыт. Будучи самым молодым стажером, я хотела хорошо помогать. Думаю, я справилась с намерением вложить в это все свое сердце и душу. Во время моей первой встречи с вами, когда я училась готовить и работала в Исландии, меня было так много, что это была еще более невероятная реальность», — сказала она. Ранее Тэхён, который работал самым молодым стажером, привлек внимание, оставив видеописьма Го Мин Си. Го Мин Си сказала: «Я вспоминала хорошие воспоминания каждый раз, когда загружали трейлер. Старшему Тэхёну мне понравилось видеописьма. Я не знаю, хороший ли я младший, который движется быстро, а не медленно, но я надеюсь, что вы наслаждаетесь этим, и я буду ждать того дня, когда мы сможем встретиться. Надеюсь, вы приложите все усилия в армии. Удачи!» Между тем, Саджин 2 изображает сложную жизнь управления корейским рестораном владельца и сотрудников, серьезно относящихся к работе, в втором сезоне Саджина, открывшемся в Исландии. Я готов разрушить этот мир для него, если будет необходимо.
Чангук кредитован как автор Never Let Go в Камса. Кстати, о греческих богах. Однажды Тэхён в интервью для издания GQ ответил на вопрос, есть ли кто-нибудь, с кем бы вы хотели встретиться, если бы вы вернулись в прошлое. Мне хотелось бы увидеть персонажей греческой и римской мифологии, таких как Зевс и Посейдон. Я бы хотел встретиться с богами того времени. Разве вам не было бы любопытно? В юности я читал о них только в рассказах, поэтому мне интересно, действительно ли Зевс был таким сильным и была ли Афродита такой красивой. Кто знает, возможно, Зевс не был таким могущественным. Аккаунт Какаоталк опубликовал фотографию Тэхёна с обложки фотобука Type 1. Заставляет сердце биться быстрее. Трета о том, как Чангук бьет огромные рекорды и на протяжении многих лет превосходит показатели даже своей собственной группы. Задолго до Seven, задолго до Golden, задолго до его сольного дебюта. С 2020 года, когда TikTok только начал набирать обороты, а это означает, что с самого начала этим приложением владел Чангук. Приложение, ради которого крупнейшие знаменитости мира изо всех сил старались стать вирусным. Приложение, которое всегда было невосприимчиво к манипуляциям фандома. Даже запланированные эфиры всей группой по возвращению не смогли привлечь больше зрителей, чем случайные и необъявленные эфиры Чангука. 10 из 17 постов были посвящены Чангуку. Почти 60% всех наиболее понравившихся твитов BTS — это посты одного лишь Чангука. Как мир загорается, когда Чангук публикует твиты. Это был самый популярный и просматриваемый пост в 2019 году во всем Твиттере. Это видео стало настолько вирусным, что все основные средства массовой информации сообщили об очаровательных выходках Чангука. Всего за 12 часов тизер Чангука от Calvin Klein стал самым просматриваемым и лайкаемым видео Calvin Klein за всю историю. Все их видео набирали в среднем 2 миллиона просмотров или меньше, но у Чангука более 17 миллионов за 12 часов. Каждая компания в дальнейшем более чем в 3 раза увеличивала показатели всех других послов. Образец прекрасного сочетания мужественности и изящества.
Чонгук признает, что изначально неправильно понял его приглашение выступить на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022. Чонгук рассказывает о том, когда он впервые узнал, что его пригласили присоединиться к саундтреку к чемпионату мира по футболу FIFA, и признается в своем первоначальном непонимании своего выступления на церемонии открытия. В перерыве между записями он дал откровенное интервью, где поделился, что ему сообщили о том, что он споет вступительную песню для чемпионата мира по футболу через текстовое сообщение от своей компании. Он неожиданно признался, что изначально предполагал, что выступит со своими коллегами по BTS. Только позже он понял, что это был сольный проект, и покрылся холодным потом. Он искренне надеялся, когда узнал, что это был только он, что он будет только записывать песню, а не исполнять ее вживую. Чонгук справился с выступлением как настоящий профессионал и с радостью принял честь присоединиться к составу впечатляющих артистов, которые записали песни для чемпионата мира. Сияющая кожа Чонгука. Наши самые ухоженные парни. Ноготочки Ким Ви. Мы точно не готовы к этому видео. Для тех, кто не знает, кто такие Tokopedia, это индонезийская технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции. Тут и маркетплейс, и доставка, и перевозка, и туристические услуги, и финансовые переводы, телевизионные шоу. Чего только нет. Осенью 2019 года компания Tokopedia представила своих новых послов, выпустив тизер, где участники, по привычной уже схеме, были показы со спины, и знакомый многим бархатный голос лидера Намджуна спрашивал: «Привет, Индонезия, как дела?» Так началось сотрудничество группы с компанией и бесконечные сюрпризы и удовольствия для индонезийских фанатов BTS. Для фанатов выпускается эксклюзивный мерч с участниками и проводится много конкурсов с милыми призами, и самое приятное – возможность видеть в своих городах рекламные плакаты и видео с участниками группы. Совместный проект Tokopedia и BTS сразу же стал самой популярной темой во всем мире в социальных сетях. Телешоу VIP посмотрел каждый четвертый телезритель по всей Индонезии, более миллиона просмотров на платформе потокового видео Tokopedia Play. Врываемся в этот день. Это эмоции Чонгука. Работа мечты. Клип Чонгука «Seven» набрал 400 миллионов просмотров на YouTube.
Чонгук выпустил свой первый сольный сингл «Seven» в июле прошлого года. Одновременно с выпуском песни на канал Hype на YouTube было загружено музыкальное видео. Музыкальное видео собрало более 400 миллионов просмотров. Примерно за 6 месяцев он добавил еще 100 миллионов просмотров после достижения 300 миллионов просмотров в декабре прошлого года. Он привлек внимание своим кинематографическим сюжетом. В нем сыграла актриса Хан Сахи. Она и Чонгук действовали как любовники. Это показало драматическую эволюцию эмоций. «Seven» — серенада о желании быть с любимым человеком целую неделю. В нем присутствует захватывающая мелодия, акустическая гитара и британский гаражный ритм. После выхода песня произвела фурор на мировом музыкальном рынке. Песня стала мегахитом, заняв 3-е место в Billboard Hot 100 США и официальном чарте синглов Великобритании. Потоковое воспроизведение музыки также было на высоте. Spotify достиг 1 миллиарда прослушиваний в кратчайшие сроки с момента своего создания. Это мировой рекорд Гиннесса. В этих ямочках мои слезы. Растяжка с утра позволяет быстро привести себя в форму и задать позитивный настрой на весь предстоящий день. Не знаю, как насчет формы, но вот позитивный настрой после просмотра этих упражнений 100%. Уведомления о жесткой реакции на утечку информации о авиарейсах артистов Hype и незаконные продажи. Мы хотели бы сообщить вам о результатах нашего судебного процесса в тесном сотрудничестве со следственными органами в течение нескольких месяцев. Начиная со второй половины прошлого года по поводу незаконного приобретения и продажи информации об авиабилетах артистами Hype. Продажа или покупка незаконно полученной информации о билетах артиста является явным незаконным действием, которое угрожает безопасности артиста и вызывает беспокойство. Тем не менее, практика многократной проверки незаконно полученной информации о месте артиста или тайного фотографирования на борту одного и того же самолета растет. Их поймали на том, что они использовали эту информацию, чтобы постоянно приближаться к артисту и даже предпринимали попытки преследования. Часто случаются случаи, выходящие за рамки ограничений, такие как произвольное изменение места артистов и бортового питания, а также отмена бронирования авиабилетов для нарушения расписания. Мы определили, что такое поведение является очень серьезной проблемой, выходящей за рамки посягательства на личную информацию артиста, представляет угрозу личной безопасности и может стать причиной несчастных случаев в аэропортах и на самолетах. Соответственно, мы отреагировали, сформировав с сентября прошлого года отдельную рабочую группу, чтобы защитить наших артистов от незаконно продаваемой информации о авиабилетах и искоренить незаконную торговую деятельность. Прежде чем подать в суд против утечки личной информации, мы собрали многочисленные аккаунты в социальных сетях, которые незаконно продавали онлайн-информацию о авиабилетах артистов и получили доказательства, позволяющие идентифицировать операторов. Мы планируем активно сотрудничать с дополнительными расследованиями следственных органов и будущими судебными разбирательствами. Кроме того, мы будем привлекать людей к ответственности и строго реагировать на преступные действия, направленные на коммерциализацию и торговлю личной информацией артистов с абсолютной нетерпимостью и без каких-либо соглашений или снисхождения. Кроме того, чтобы защитить личную информацию артистов и предотвратить дальнейшие утечки, мы проверили соответствующие процедуры и системы и запросили сотрудничество у авиакомпаний и туристических агентств.
Что бы Чангук ни танцевал, это всегда будет завораживающе. Все виды малетов Чангука за 1 год. Второе место. Это так интимно. Тэхён, ты правда думаешь, что его это движение успокоит? Близкие отношения. Бесценная реакция на подмигивание Тэхёна. Первое место. Всегда выглядит, как 2 женатика. Чангук и Тэхён 8 лет назад в этот день на Music Bank. Этот поцелуй в ушко заставил Чангука: «Дай меня тоже, что скрывать, покинуть планету». Моя Римская империя. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.